Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасия. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасия Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас». Вот он перед вами. Я эти книги провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. И в настоящее время эти книги включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Манас. Чтобы школьникам было легче изучить эпос, я подготовил и выпустил для них рабочие тетради для 8 и 11 классов, и они также включены в школьную программу решением ученого совета Академии образования. В настоящее время я работаю на второй частью трилогии «Манас» с Тимитеем. Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. Чтобы еще больше популяризировать эпос, я свой пятитомный роман перевел с кыргызского на русский язык. И оба этих варианта выставим для продажи на своем сайте epos-manas.com. Кто хочет, может приобрести там мои книги. Кроме этого, вот уже более 6 месяцев я выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки своего романа. Надо отметить, что русскоязычные видеоролики мои снабжены субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь любой житель нашей земли может познакомиться с эпосом и моим романом на своем родном языке или языке наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам просьба сообщить об этих наших передачах своим друзьям, знакомым, родственникам, близким, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манас. Вот это все, что я пока вкратце хотел сказать о своем романе эпосе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Если не хочешь, чтобы она соревновалась, какую лошадь ты выставишь вместо нее? Удивился Манас. Богатырь, я хочу, чтобы Скатька участвовала в Сарала. Я не против. Спасибо, богатырь. После этого Манас приказал дать команду начать соревнования. Пускай никто не тянет лошадей, предупредил богатырь. Начинайте скачки. Услышав это, все были поражены. Что Манас делает? Взволнованно зашептались они. Почему он не назначает призы, начиная соревнования? Богатырь, где призы? Задали вопрос они. Увлеченный разговор с Алмамбетом, Манас совсем забыл об этом. Чтобы выйти из затруднительного положения, он искоса взглянул на Ажибая.
Аджике, где приз? Спросил Манас. Что мы дадим победившей лошади? Если сейчас это не определим, можем опозориться. Нас покарал Бог, смутился Адживай. Решили устроить скачки. Совсем забыли про призы. Остался нерешенным вопрос, какую награду получит победитель. И вообще, сколько лошадей получит приз. И если по этому поводу вспыхнет скандал, мы останемся в неловком положении. Что теперь делать? Растерявшись, оживая с надеждой, посмотрел на других богатырей. Заметив это, Серег решил выручить его. «Джигиты, что вы говорите?» — крикнул богатырь. «Соревноваться будут только наши собственные кони. Откуда мы возьмем призы, если находимся на охоте? У нас нет никакого скота или припрятанного золота». «Верно», — согласился Бакай. «На скачках нет чужих лошадей. Все мы служим Манасу», — продолжил свою речь Серег. «Что бы с нами ни случилось, все это ляжет на плечи Манаса. Как вы сами видели, он отдал Акулу Алмамбету». «И это верно», — крикнул Адживай. Алмамбет отказался выпустить его на соревнования. Откуда теперь Манас найдет призы? Поэтому прекратим эти разговоры. «Почему?» — спросил Бакай. «Победу одержит один из наших лошадей. Не надо поднимать такой шум, если приз не уходит чужакам». «Ты что, предлагаешь провести скачки без приза?» — удивился Адживай. «Нет, давайте поставим на призы людей и обрадуем этим Алмамбета». «О, здорово, Манас!» — возвысил мой авторитет. Посмеялся про себя китаец. «Если для других на приз ставят коней, мою честь, он поставил людей. Наверное, такого никогда не было на протяжении веков. Да чего же жизнь сложна и причудлива. Буквально 2-3 дня тому назад я бродил по степи, буквально умирая от жажды и голода. А сегодня не улыбнулось счастье. Ради меня Манас не жалеет ни богат, ни денег, ни скота, ни людей». Манас остался доволен словами Сереги и от души стал смеяться. «Мой Витязь прав», — сказал он, захлебываясь от смеха. «Согласитесь с ним. Ради вас кто-нибудь забирает в плен? И этот совет очень правильный. А ну-ка, Джигит, становитесь все призами на первых 9 скакунов». Богатыри согласились на это предложение. Бузул отобрал 17 джигитов и выставил 7 из них в качестве приза на первую лошадь. На вторую лошадь были поставлены 3, на третью 2, а на последующую по 1 джигиту. Но из 9 коней одному не хватило приза. «Что теперь делать?» — почесал голову Бузул. «Не хватает 1 джигита». «Вот, я согласен быть призом», — громко расхохотался богатырь Маджик и стал ряды призовых джигитов. Таким образом, все призы были комплектованы. В это время прискакали вышедшие на соревнования лошади. Впереди всех мчался скакун Алмамбета Сарала. Когда 40 витязей с громкими криками «Алмамбет! Алмамбет!» подняли вой до небес, у китайца еще больше поднялось настроение. Вторым прискакал конь Бакая Салкызыл, третьим — Шалтуру Маджика. А 9-м на финиш пришел конь Маджика Туусур. «Ты что, переводчиком состоишь в своего коня?» — рассмеялся Бакай. «Удивительно, что твой конь достался тебе же». Все громко расхохотались этой шутки.
Но Алмамбет не выдал себя. Не смеясь, он стоял серьезным видом. К нему подошли доставшие в качестве приза 7 богатырей. Бозул, Джорончу, Торунчу, Дербени, Боголову, Алыке и Тазбаймат. Теперь ты наш хозяин, поклонился ему низко Бозул. Если бы пришла другая лошадь, нам бы не сдобровать. Теперь ты нам господин, а мы твои слуги. Если захочешь увести нас куда-то, на это согласен. После этого 7 витязей начали обхаживать Алмамбета, поправлять ему обувь, брать за поводья коня, когда он слезал на землю. А если он садился, то готовили ему место. Вот те раз, рассмеялся про себя китаец. Посмотри на проделки этих джигитов. Везде ходят за мной, куда бы я ни пошел, как будто они на самом деле мои рабы. Они служат мне, ухаживают за мной, как за младенцем, готовят еду, стелят постель. Все это заслуга Манаса. Он очень заинтересован в том, чтобы я остался здесь. Если я уйду, сдержит ли Манас свое слово? Отдаст ли мне столько богатства, особенно верных ему 7 витязей? Возможно, кровопийца проверяет меня, специально говорит эти слова. Если я захочу уйти, возможно, он обругает меня или даже убьет. Наверное, Манас сейчас издевается надо мной. Какой я уже пережил. Казахи видели плоды моих трудов устанных. Несмотря на это, они унизили меня и выгнали. 40 витязей добросовестно служили Алмамбету, ни в чем не перечили и уважительно относились к нему. После его приезда богатыри на 2 дня остались в долине Саратала. На 3-й день они пришли в зимнюю палатку китайца. Алмамбет, сказал Манас, нам пора возвращаться домой. Если хочешь, поехали вместе с нами. Захочешь уйти в другие места, мы на это согласны. Вот перед тобой стоят 7 джигитов. Они готовы по первому твоему слову встать, сесть, подставить шею, если ты вознамеришься ударить мечом. Можешь забрать их с собой, куда пожелаешь. Для нас большой позор, что ты пришел на землю кыргызов и бродишь один, без товарищей. Куда хочешь, туда и веди этих джигитов. Что ты на это скажешь, богатырь? Не знаю, что ответить. Алмамбет уныло опустил голову. Что делать? Подумал про себя китаец. До этого времени я не дал Манасу разумительного ответа. Кажется, мы подошли к решающему моменту. Кыргызы хотят уехать. Как мне поступить? Если захочу, могу уехать с Манасом. Если нет, придется снова скитаться. Как быть, если уеду с кыргызами? Как сложится моя судьба? Если откажусь, куда мне идти? Где я найду приют? Поняв, что Алмамбет колеблется и не может принять какое-либо решение, Манас снова обратился к нему. «Мы не будем хвастаться тем, чего нет», – произнес он. «Казахи и кыргызы – родные братья. Кокшо мой двоюродный брат, кузен. Он очень хороший, щедрый, доброжелательный человек». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.